Вот, расскажу про то, что внутри есть. Ну, тут толстенная дверь, что мне не нравится, в принципе, потому что если, допустим, надо дотянуться до парковочного автомата изнутри машины, то это ширина двери, толщина двери мешает. Получается, далеко тянуться сильно. Вот. Ну и вообще она добавляет ширины самой машине. Не знаю, для джипа, конечно, так подобная там коренастость, это, наверное, рассматривается как положительное качество. Но мне размеры машины, честно говоря, неудобны просто в быту, при парковке и так далее. Вот. Ну тут кому как, есть любители наоборот. Вот, внутри, не обращайте внимания на чехлы. Чехлы со старой машины, мы еще не успели для этой машины купить нормальные чехлы, только неделю пользуем. Вот, и довольно удобная здесь такая, ну, довольно удобный подлокотник, двухэтажный еще такой. Вот на нижнем этаже там всякие зарядки для телефона, в том числе беспроводная зарядка, подстаканник, который некоторые считают неудобным, что, мол, тянуться через верхний этаж. Ну, мне вроде нормально. Вот. Есть удобная подставка для телефона. Вот здесь вот получается. То есть сюда можно воткнуть телефон, поставить на зарядку, его видно экран, нормально можно пользоваться. Ну, в принципе, там же находятся всякие там, кнопки для управления парковками, там камерой заднего вида, всякой навигации и прочее. Там, ну, полностью пульт управления находится здесь, в общем. Ну и как обычно в BMW некое там место для того, чтобы что-то положить сюда. Тоже довольно редко им пользуюсь. Вот. И длинный экран получается. Вот. Ну, также руль с небольшим количеством элементов управления. Тут с этой стороны находятся элементы управления автопилотом. Автопилот, наверное, сильно громко. Конечно, надо повернуть руль, во-первых. Сейчас запущу машину. Вот с этой стороны находятся элементы управления автопилотом. То есть можно, значит, активировать там круиз-контроль, можно активировать Autonomous Driving. Autonomous Driving ограничен, то есть там перекрестки он не умеет проезжать круговое движение, но зато прекрасно ездит по автобанам, прекрасно ездит держит полосу, умеет перестраиваться между полосами, держит дистанцию до впереди идущей машины. То есть, в принципе, там процентов 90 времени он может ездить, машина может ездить сама. Даже не нужно в этом участвовать. Ну, надо, правда, держать руль. Она следит за тем, чтобы человек держал руль, и чтобы не засыпал, по крайней мере, глаза были большую часть времени открыты. Вот. Ну, есть мониторчик такой, длинный монитор. Он разбит на две части, типа панель отображения каких-то приборов, там карты. Здесь сюда же можно и карту сделать, чтобы отображалось. Ну, вот если я сейчас включу вождение, поехали вперед, допустим. Ну сейчас не начала отображаться, если включим навигацию. В общем, надо выехать на дорогу, тогда она отобразит здесь карту, когда поедем по дороге. Здесь тоже карта у нас, получается, у меня настроена, по крайней мере, отображаться я могу здесь что-то другое отобразить, допустим, там можно отобразить, сейчас медиа, к примеру, Android Auto. То есть здесь я могу запустить с моего телефона какую-то музыку. Есть также Google Maps, здесь у меня отображен. Это все идет с телефона. То есть телефон у меня сейчас подключен к машине, получается. И с телефона транслируется приложение прямо сюда. Это одна из функций Android Auto, для тех, кто не знает. В принципе, очень удобно тоже. Я сначала это очень порадовался, что такая штука есть. У меня есть какие-то подборки песен своих там любимых, я могу пользоваться там тоже Google Maps для навигации. Еще какие-то приложения, если поддерживают Android Auto, то можно ими здесь пользоваться. Можно распознавалкой голоса пользоваться гугловой, вот этим микрофончиком, что в принципе, с русским языком очень удобно, потому что BMW русское распознавание не поддерживает. Вот, а здесь я могу Гуглу сказать, куда ехать, проложить на Google Maps маршрут, к примеру. Ну, правда, честно говоря, по Германии BMW-шная навигация, это вот вводит лучше. То есть она знает автобаны, хорошо понимает, что по автобану ехать умнее, даже если надо проехать там в 2 раза дольше, чем по каким-то там дорогам проселочным. Потому что автобан это просто как телепорт. Там влетел туда и 170 км в час поехал, к примеру, и почти мгновенно перенесся в нужное место. Вот, а по каким-то проселочным пробираться это будет намного дольше.
Google Map не всегда это понимает. Вот эта вот программа BMW-шной навигации знает это гораздо лучше и проводит гораздо лучше. Вот, ну, так она показывает зарядки тоже, в принципе, Google Map это тоже умеет, но здесь зарядки немецкие знает лучше, там знает на какой быстрее можно заряжаться и так далее, мощности, все это. Ну, то есть немецкая специфика конкретно здесь, конечно, лучше поддерживается, потому что это Бавария, здесь рядом это BMW, они здесь тестируют это все, идеально все выверили. Ну, а Google это более такая общая система, которая хорошо работает везде, но нигде не идеально, я бы сказал. Так, дальше есть head-up дисплей. Для меня очень удобная штука. Я не люблю переводить взгляд с дороги на приборы. Для меня это прям сильно отвлекает. Вот некоторым абсолютно пофигу это все, но тут любители, скажем так. То есть вот она сейчас отображает там скорость, ограничение скорости, значит, знака. Ну, машина, понятно, распознает все знаки. Если есть автопилот, то она должна и скорость уметь применять. Вот. Ну, также здесь показываются карты, когда я проезжаю какие-то важные перекрестки, там сложные перекрестки, то она показывает там карту, что вокруг находится там, и так далее, то есть участок карты. Вот, тоже очень удобная фича вообще, без нее уже на машине ездить практически не могу, настолько привык к ней. К хорошему привыкаешь быстро, потом к плохому тяжело привыкать становится. Вот, что там, ну, всякие настройки сидения, понятно, там несколько позиций регулирования, там вверх-вниз, там вперед-назад, откинуть спинку, вот этой штукой можно. Там подголовник, я что-то даже не уверен, регулируется ли здесь или нет. Здесь такой внушительный массивный подголовник, который, по-моему, просто не разделяется, да, с машиной. Скорее всего, он просто не регулируется и все. Ну, в принципе, я пока не замечал с ним никаких минусов. Вот, но может для кого-то будет неудобно, что отсутствие регулировки. Вот, климат-контроль. Так, в принципе, вроде довольно удобно работает. То есть, во-первых, могу настроить температуру здесь для своего места, для места водителя, значит, для места пассажира соседнего. Плюс сзади есть также система кондиционирования. Там также можно настроить температуры. Можно сделать так, чтобы они подхватывали ту температуру, которая выставлена на передних сиденьях. Вот. Ну, в принципе, ничего. Я бы сделал вообще только одну температуру для всего салона. Я не понимаю, почему можно настроить здесь там 27 градусов, здесь 18. И они будут друг друга пытаться. Здесь будет кондиционер работать, там будет обогрев работать. И они вынесут батарею в лед вообще. Вот, если просто по глупости кто-то там кнопку случайно нажмет. Дальше кондиционер, меню. Тут можно много всего понастраивать. В принципе, это все стандартные настройки. Типа там куда дуть, значит. Вот, ну, понятно, да? То есть обдувать верхнее окно, дуть на меня, дуть в ноги. Вот, на пассажира то же самое. Можно выставить, там получается здесь сила обдува. Здесь, я так понимаю, обогрев сидения выставляется, и сила, и обдув сидения, ведь дует ли она снизу, я хрен бы его знал. Вот, ну и в принципе здесь то же самое, все вроде как понятно. Можно переключать на автоматическое, там можно циркуляцию воздуха снаружи, но это все такое стандартное, что в принципе объяснять это все, наверное, бесполезно. Ладно, идем дальше. Что у нас тут интересного есть? Значит, тут понятно есть система активации там всяких личных помощников, мой BMW, то есть я привязал телефон к этому BMW. Можно машину парковать, стоя за, по-моему, 8 метров от машины, значит, можно активировать парковку, она сама заедет в карман, получается, или там припаркуется где-то. Там, ну, если ты сохранишь ей специальную программу, на какой точке припарковаться. Вот отдельное видео я записывал о том, как она умеет парковаться по заданной траектории парковки. То есть можно записать прям траекторию, даже сложную какую-то, там заехать на какое-то очень сложное место, там, объехав кучу препятствий, все это она запомнит и сама потом проедет. Причем проедет, даже если немножко препятствия подвинулись, то есть она учтет, она немножко передвинется, но если ей будет возможность проехать, она так и проедет к этому месту. Вот, что у нас? Погода, тут там просмотр маршрута, понятно, там всякие, значит, можно, здесь есть режимы, это понятно, электромобиль, My Mods, я могу активировать персонал,
Значит, он у меня активирован, хотя никаких персональных настроек я не делал. Можно даже посмотреть, что там есть. Я не смотрел, честно говоря. Сбалансированная личная настройка личная атмосфера, да. Ну, понятия не имею, что это такое, в чем она там личная, если я еще не настраивал ее. Но тем не менее. Ну, вот, есть спорт, как я понимаю, при этом она будет вести себя более агрессивно, более жестко реагировать на нажатие газа, быстрее развивать скорость. Есть efficient, то есть в этом режиме она особенно при драйвер ассистенсе старается не разгоняться сильно быстро, старается рекуперировать электричество, ну то есть опять превращать в электричество энергию движения при торможении. Вместо того, чтобы тормозить тормозами, она будет тормозить не двигателем, а даже генератором, вырабатывать ток при этом и заряжать батарею, получается. То есть вот. Это два основных таких режима, получается, Sport и Efficiency, ну, для меня как минимум там. А я больше даже использую Efficient, потому что все-таки батарейку хочется беречь. Ну, есть еще какие-то режимы, которые я просто пока еще не смотрел, значит. Вот. Ну и понятно, в режиме спорт там совершенно другие настройки. Драйвер динамик, то есть она будет вести себя жестче, там, как бы это, ну, то есть будет сделано все, чтобы она была как можно быстрее себя вела. Эта машина с 500 лошадиными силами, она может обгонять гоночные машины некоторые даже. Ну, то есть у меня у шефа, допустим, небольшой гоночный автомобиль, там маленький такой Porsche, короче. Вот, но тем не менее, он боится, что эта машина может его просто по динамике сделать. Ну, потому что моща здесь действительно сумасшедшая. Вот. Ну, в принципе, ладно, про это закончим. Ну, понятно, можно звонить. Это, в принципе, стандартная штука. Для всех BMW-шек тут ничего такого вообще совершенно они не сделали. Вот, что тут еще можно показать. И в плане музыки даже, честно говоря, не особо смотрел. Но, понятно, можно переключаться между радио и прочими вещами. Вот, основное рассказал. Вроде как. Значит, поближе покажу еще эту панельку, наверное. На ней находится, значит, парковочная. Значит, активация парковочного мода. Чуть позже про него расскажу. Тут у нас активация с настроек, получается, для системы помощи водителя. Mods я уже показал. Громкость туда-сюда. Понятно для чего. Так, переключатель скоростей. Есть режим B, что мне нравится. Вот довольно крутая штука. Она появилась на Теслах, но сейчас перешла практически на все более-менее современные электроавтомобили. Да, и не только на электро. Она дает возможность управлять машиной одной педалью. Ну, то есть тормоз можно вообще не касаться, просто вообще. Ты ездишь на одной педали, газ нажал, она поехала, значит, нажал тормоз, она остановилась. Сейчас включу ее. Ну, тут, наверное, будет не видно совершенно такой короткой дистанции. Вот, я сейчас отпустил газ, тормоз, она стоит. Вот, я нажал газ немножко сейчас. Оба. Мы поехали. Отпустил газ, мы остановились. Ну, то есть это работает вот так вот довольно удобно, как ни странно, кстати. Ну, то есть, казалось бы, там надо очень точно соизмерять, там, силу нажатия газа, чтобы ехать. Да нет, все очень даже удобно. И, в принципе, эта штука действительно нужная. То есть, при движениях там в пробках, допустим, очень удобно одной педалькой тормоза, все-таки нога устает давить. Ну, правда, здесь можно драйвер ассистент включить, и она сама будет ехать. Но если ты хочешь почему-то сам управлять, то можешь в этом режиме. Вот. Так, что еще интересно? Давайте вырубим двигатель. Вот такой звук при выключении происходит. Стоим на парковке сейчас. Ну да, в принципе, все про внутреннее устройство там. Я, в принципе, все рассказал. Ну все, всем всего хорошего. Спасибо за внимание.